Ну что, друзья, приходится покупать одни кости, потому что на мясо денег не хватает. Всем привет, друзья! Начались у меня будни, выходные пролетели очень быстро. В Турции как начинаются мои будни? Я хожу постоянно по магазинам, покупаю продукты, все домой, потому что у меня муж каждый раз на работе, он работает в Турции, в Турецкой Республике, на станции Аккую в городе Селивке. Мы проживаем уже почти год, скоро будет. Кому интересно, подписывайтесь на канал, следите за нашей жизнью. Я рассказываю, как мы тут адаптировались, все жизненные какие-то ситуации, с чем мы сталкиваемся, все я рассказываю. Сейчас поеду за мясом, как всегда. Хоть и мясо дорогое в Турции, особенно говядина, мы ее никогда не исключаем из рациона, поэтому сейчас поедем за говядиной. Ну а кто на канале впервые, мы до этого жили в городе Газипаше, эти ролики тоже можете посмотреть, просто ниже спускаетесь, листаете и смотрите старые ролики. Кому интересен город Газипаша, это недалеко от Алании, там тоже очень красиво, очень было интересно жить, смотрите. Езжу я всегда на электровелосипеде здесь. Кто спрашивал по поводу электровелосипеда, это, конечно, вообще тема, особенно вот в жару передвигаться классно. Возможно, электросамокат тоже нормально, но пакеты, конечно, некуда поставить, если ходить по магазинам. Ну, а я вот так вот оделась на велосипеде, обычно прохладно. И вообще в Турции, говорят, похолодание идет. Вообще ветерок такой уже холодненький. Вот, похолодание. Ой, у меня велосипед уже внутри, я его заношу, потому что на улице иногда дождик капает, бывает. Да, дожди, короче, начались, но они, благо то, что они недолго продолжаются, и солнце сразу выглядывает. По крайней мере, здесь у нас. В Турции у нас всегда на первом этаже обычно что-то есть. У нас, конечно, еще ниже, на цокольном этаже, бассейн. Вот. Это вот мой велосипед, этот велосипед мужа. И еще есть электровелосипед сына, но на нем он поехал на курсы. Сейчас у них каникулы, 10 класс. Да, кстати, 5 раз каникулы. Здесь у детей в русской школе есть тут международная частная московская русская школа специально для детей, кто учится на Аккую, работает на Аккую, точнее. Всегда, друзья, стараюсь повторять всю информацию по несколько раз, иногда даже путаюсь, но почему повторяю? Потому что знаю, что здесь есть среди подписчиков люди, которые сюда собираются, и не только, кто уже приехал, и им полезно посмотреть мои ролики. Очень много роликов старых про там, как мы делали ВНЖ, как я оформляла СГК. Поэтому, кому интересно, проходите ниже, смотрите. Солнечно, да, но что-то говорят, что будет минус 4 ночью скоро. Ой, плюс 4, плюс. Здесь минусовой не бывает. Вот, например, девушка на электросамокате. В принципе, тоже нормально. Так, ну а сейчас я еду, как всегда, к одному и тому же мяснику. Я ему не изменяю никогда. У него мясо вкусное. 600 лир за килограмм. Вот, было 560, потом 580, теперь 600. Вот так вот растет. Вчера заходили с девчонкой по магазинам ходили. Заходили в БИМ. Курицу за килограмм уже сделали 99, яйца 145 за 30 штук. Так что поднимают постоянно цены. Ну и на самом деле, если так подумать, реально цены поднимаются. Поэтому вчера вот еще раз убедилась, на семью с ребенком 80 тысяч рублей. Это если экономно все держать. Повторяюсь, рубли. 80 тысяч рублей, это если
во многом себе отказывать с одним ребенком. Вот примерно такая сумма. У нас же выходит 120 тысяч с 3 детьми. Считай, что 20 тысяч рублей на одного ребенка плюсом идет. Ну а те, кто на канале впервые, я вот так вот езжу по улочкам, показываю вам Турцию. Так что стараюсь еще и рассказывать, подсказывать что-то. Не скучно. На моем канале не скучно. Оставайтесь, подписывайтесь, не жалейте лайки, не жалейте комментарии, пишите, пожалуйста. Для меня это очень важно. Мой канал растет от этого, поэтому спасибо всем, благодарность большая. Кто пишет, кто комментирует. Конечно же, моя работа заключается не только в том, чтобы снимать и что-то рассказывать, показывать. Я еще это монтирую, выкладываю. И это, поверьте, нелегкий процесс. Как говорится, везде, в любой работе нужно постоянство, нужно присутствие. Вот. И это мой труд. Прошу любить и жаловать. Вот такие вот улочки города Селевки. Это пригород Мерсина. Так, вода. Что-то воду качают. А я сейчас собираюсь снять деньги, как всегда. Деньги нужны мне на завтра. Завтра рынок. На рынке здесь только наличка. Не имеет смысла брать. Я приехала в Вайкики, как всегда. Здесь оставляю свой велосипед и иду снимать деньги, параллельно болтая с вами. Перехожу дорогу. Люблю турецкие улочки, пахнет здесь всегда каким-то мясом, семечками, кофе, золотом. Я работала раньше в золоте, и мне вот эти вот ювелирные магазинчики, конечно, нравятся. Но представляете, у меня нет времени даже зайти туда, что-то посмотреть, что-то заснять для вас. Даже сегодня меня пригласили на турецкий завтрак, и я не смогла пойти, потому что, ну, девочки позвали. Потому что, вот говорят, я не я, когда голоден, а я не я, когда у меня куча дел не сделанных. Поэтому я иду сейчас сначала деньги сниму, это подготовка на завтра. Потом, как я и говорила, деньги, когда есть в кармане, настроение шикарное. Потом мне надо за мясом. Так-то вообще жарко на улице. Но я ж на велосипеде, поэтому одеваюсь так. Но представляете, скоро будет минус 4. И плюс 4, вечно говорю минус. И это уже холодно. А днем там вроде 14 показывает. Так, пришла я к банкоматам, и мне нужен Вакифбанк, который не работает. Но что делать? Почему не работает? Странно. Все остальные работают. Очень странно. Почему не работает? Придется мне прогуляться дальше, что ли? Да? Ну да. Есть еще один, но это нам надо будет через мост пройти. И через набережную реки Геоксу. Ну, я думаю, пойдемте. Как раз прогуляемся. Давно не гуляли. Не буду же я лишний раз сюда приезжать по 100 тысяч раз. Сейчас пройдемся через мост. И как раз выйдем туда. Давайте я вас через подвесной мост проведу. Вот здесь вот подвесной мост. Позади меня осталась гостиница, отель Геоксу называется. Вот здесь вот протекает речка Геоксу. Вот, я не
Не устаю повторять, что эта речка делит, можно сказать, город на два. Эта сторона и та сторона. Эта сторона более-менее культурная, эта сторона, ну, я бы сказала, не очень. Здесь, как всегда, утки, гуси живут. Они живут везде, где есть водоемы, где каналы. У нас рядом с домом целую ночь кричат. Мне приезжала в гости тетя, говорит, как возможно вообще с такими этими звуками жить. А летом всегда нараспашку окна. Там наверху вот крепость у нас. Смотрите, позируют. Вот. Почему я говорю ту сторону не такой культурной, хотя там очень много всяких культурных, да, центров, да, даже культур. Меркези здесь находится и вообще все образовательные центры там. Ну, потому что там много домов таких стареньких, много с арабских стран, много сирийцев. И вот эти сирийцы, они в таких ужасных одеяниях ходят, в таких старых, даже некоторые ходят без обуви. И смотрите, здесь в память всех тех, кто в Турции, как их назвать, царил или, в общем, управлял, султанов даже, да, статуи ставят. И здесь, кстати, вот рядом сейчас прохожу государственное учреждение. Снимать нельзя, сказали. За это может быть штраф, а вообще могут даже депортировать. Вот, поэтому идем дальше. Не буду снимать вам. Надеюсь, я не зря прошла этот путь. И здесь все работает. Кстати, смотрите, вот здесь вот магазины посуды есть, кому надо. Ковры продают, текстиль. Белона здесь вот находится. Кстати, мне нужен магазин ортопедических подушек. Я себе хочу подушку купить. Вакиф банк находится напротив Селевке Беледиеси. Здесь написано, это вроде старый. Здесь еще Change Office есть. Вроде работает. В общем, я пошла. Денежку сняла. Вот. Вчера погуляли с подругой по городу Селевке. И сегодня ноги прям без велосипеда. И ноги сегодня прям не слушаются. Ходить после вчерашней дороги тяжело. Прям сразу чувствую, что ноги такие уставшие. Почаще, конечно, надо ходить, но, к сожалению, кто на канале не впервые, знает, что у меня такое есть немножко, как сказать, жалобы на ноги, короче. То, что у меня узловая эритема, и у меня очень сильно ноги устают быстро. Потом выходят вот эти вот узлы на ногах. Ну, это больше болезнь сосудов, суставов. В общем, что-то связанное с ревматизмом. Вот. Собственно, переехав сюда на море, мне стало намного легче жить, потому что у себя там я больше мучилась, наверное, с этим. Сейчас я особо не замечаю этого. Вообще в Турции многие проблемы у нас ушли. У нас у детей еще была аллергия. У самого младшего был кашель всегда ночной. Он прошел. У старшего была сезонная аллергия. Ее здесь нет. Вот.
Вообще Турция классная страна, конечно, но всем, кто сюда приезжает впервые, привыкнуть сложно. Сначала свои вот эти вот привычки, накопленные за свою жизнь, они тебя мучают. Ты не можешь найти что-то похожее. Каждый день замечаешь постоянно разницу во всем. То есть, и это мучает многих. И меня в том числе это мучило. Я не говорю, что я такая особенная, что я никак этого не замечала, и мне все было здесь легко и хорошо. Нет. У меня тоже был период адаптации такой. Наверное, длился год. Я об этом рассказывала. Пару раз даже в роликах рассказывала. Вообще Турция страна контрастов. Вот, допустим, в Селевке очень много и русских, очень много разных других народов, и турков. И вроде посмотришь, идет человек, ободранный весь, одежда ободранная. Тут же смотришь, такой в моднячей одежде идет человек, весь облизанный, зализанный. Вот. Короче, вот как-то так. Так, ну что, я дошла почти до мяса. Здесь вот у нас İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Это, знаете, когда, наверное, поступают дети с русских учреждений в турецкие, наверное, сюда надо приходить. Я помню, у нас в Газипаше тоже такой случай был, когда мы старшего отдавали в турецкую школу. Нам надо было делать, что там, забыла уже, называются вот эти документы, когда ты делаешь документ российского образования, переделываешь на турецкое. Вот. А вот и мясо. Здесь я покупаю мясо, и понедельник, вторник обычно день привоза. Надеюсь, у нас мясо тут свежее. Сегодня сейчас спрошу, сколько стоит, есть ли вообще. Мераба. 2 килограмма мяса купила. 1284. Все-таки, друзья, настолько дорогое мясо. Приехала я в Каррефур. Хочу купить рыбку. Вчера я видела, что здесь чупра была со скидкой. 199 лир. Это недорого. Сейчас я ее куплю. Вкусняшка. Я бы, конечно, еще лосось взяла бы, потому что засоленный лосось у меня уже закончился. Смотрите, мясо тут свежее. Свежак, похоже, только привезли. И стоит дешевле, 559 лир. Но там они сами выращивают, говорят. Не знаю, правда, нет. Вот. Хорошее. Тут тоже. Раньше я здесь покупала, но здесь бывает, что оно привозит такое, как бы... Ну, привозит свежее, а потом оно залежавшееся уже становится. Мне еще нужны апельсинки.
Для одного рецепта сегодня салатик хочу сделать. А кто не в курсе, у меня есть канал с рецептами. Как раз сейчас новогодние рецепты туда выкладываю. По ссылке в описании переходите. Смотрите, какие апельсинки хорошие. По 31 лиру. А здесь... Это что? Какой-то старый. Грейпфрут по 35 лир. Так, и еще мне нужен будет сыр. О, авокадо есть. 29 лир одна штука. И манго, оказывается, тоже так же, как авокадо. Если полежит, мягким, вкусным становится. Но что-то я не вижу, сколько тут манго стоит. Короче, смотрите, на 633 отоварилась. Гречку купила за 86 лир. Там сколько килограммов получилось? 2 килограмма апельсина на 66 лир. Потом я взяла авокадо со скидкой. Вот 40 лир скидка, значит 120 лир, 4 авокадо. Вот, и рыбка у меня получилась на 349 лир. 633 лиры получается. Вот такие вот цены сейчас в Турции. И ну вот примерно считайте, вот такие чеки всегда на мясо, на рыбу, на продукты. И вот набегает такая сумма все равно за месяц. 120 тысяч где-то. Ну, там еще, может быть, какие-то затраты включены. Конечно же, там квартплата, вот это все. Ну, примерно, короче, вот так вот. И зашла в А101. Купила 2 пасты по 57,50 детские, с 2 до 5 лет Colgate. И купила сыр за 55 лир. Вышло на 170 лир. Вот такие пасты я всегда покупаю. Это еще недорого, друзья. 57,50. Обычные пасты от 2 до 5 лет. Всегда беру 2. Они стоили недавно только 30 лир. Вот так вот все дорожает. Ну что, друзья, а у нас уже вечер. Дети сидят, смотрят мультики. Как вам вообще сегодняшний ролик? Сегодня старалась максимально показать, рассказать про цены, особенно про мясо. Вот, в Каррефуре дешевле немножко, свежие, но когда не свежие, конечно, лучше брать у мясников. Вот, ну, цена там 40 лир разница, по сути. Напишите, сколько у вас стоит, из какой страны, может быть, из какого города вы смотрите. Было очень интересно, вот в том ролике вы все писали, сколько там стоят у вас фрукты и овощи. А теперь напишите, сколько у вас стоит мясо, сколько стоит рыба, из какой страны, из какого города. Очень будет интересно послушать все равно. Вот эта вот обратная связь меня прям заряжает. Мне все больше хочется для вас снимать. А когда нет комментариев, и снимать-то не хочется, потому что ну, ты сидишь, думаешь, кому это надо? Да кто это смотрит? Никто не смотрит, поэтому и снимать не хочется. Вот, на этом буду заканчивать. Хочу, знаете, что пожелать? Хочу, чтобы у вас было много-много денег, чтобы вы ходили по магазинам и даже не думали, какие в итоге чеки получатся. Чтобы вы не думали, хватит ли у меня денег вообще на это. Чтобы у вас было их много. И чтобы каждая ваша затрата, наоборот, прибавляла вам только денег в умноженном объеме. Вот. И, конечно же, деньги это не самое главное. Самое главное это здоровье. За деньги здоровье не купишь, говорят. Это на самом деле правда. Вот. Поэтому здоровье, конечно же, и счастье. Будьте счастливы, ведь потому что, когда мы несчастны, когда мы расстраиваемся, когда мы переживаем и нервничаем, это напрямую на нашем здоровье отражается. Поэтому, друзья, самое главное – счастье, здоровье и много денег вам. Всем пока!